Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Если вы хотите спокойного, умиротворенного вязания, без лишнего напряжения и для положительных эмоций, свяжите себе это милейшее платье вертикальными бабочками. Цвет, длину, степень облегания можно легко подобрать под себя. Это платье можно также легко трансформировать в тунику. Да, то есть такое платьице просто загляденье. Милое, красивое и ненапряжное. Узор совсем простой. Давайте полистаем эту модельку. Вырез горловины тоже можно сделать с обычным, не обязательно с высоким таким воротничком. То есть можно просто планочку, как мы обычно это любим делать с вами, на 3 сантиметра высоту поднять, да, резиночкой. Смотрите, я приближаю вам эту красоту. Здесь очень видно хорошо наш узор. Видно, что у нас идет с вами узор бабочка, а между ними идет полупатентная резинка. Мы с вами свяжем сегодня образец. Я нарисовала схему этой бабочки. Внизу у нас идет планка резиночкой 1 на 1. Я сделала 7 сантиметров, а у рукавчиков то же самое идет резиночка 1 на 1, но она выше. Я ее сделала 10 сантиметров. Вот. И у нас также и по рукавчику идет узор, и по спинке, и по переду. Я сейчас полистаю, вот у нас спиночка, как без пояса, как она смотрится. То есть я говорю, что легко трансформировать в тунику, это реально так и есть. Вот, у нас здесь можно применить лицевые петельки с краю, мы с вами в узоре это будем делать, да. Обращаю внимание, что высокая планка по вырезу горловины связана у нас резиночкой 2 на 2. То есть если вы хотите придерживаться прям так оригинала в 100%, да, то делайте так же, как в оригинале. Обращаю на это внимание. По низу планкой по рукавчику 1 на 1 резинка, а здесь 2 на 2 идет. Оформление вот этого фабричного вот такого воротничка, выполненного фабричным способом, тоже очень много мастер-классов я видела на YouTube, в вязальных каналах. Поищите. Там это, в принципе, очень распространено. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Еще одна особенность этой модели. Смотрите, у нас с вами здесь спущенный рукавчик идет. Но он не совсем спущенный. Здесь вот хорошо видно, что есть небольшой окат, да? Вот такой небольшой окатик сегодня я тоже вам хочу сделать, девочки. Я сделала приспущенный, так скажем. Плечико у нас все равно идет немножко спущенное, будет в нашем описании, слегка приспущенный, но не такой сильный, большой, как в моделях в стиле оверсайз. Да? То есть все-таки эта моделька больше облегающий такой силуэт, я так считаю, подходит, да, поэтому здесь у нас будет слегка приспущенное плечо, и у нас будет небольшой вырез проймы делаться. Пройма будет вывязываться. Сейчас я вам чуть позже покажу выкройку, и вы поймете, о чем идет речь. Итак, мои хорошие, сегодня у нас составляется описание 42 размера по 52 размер. Поэтому всем, кому понравилась модель, остаемся на канале, смотрим до конца. Будет выбор пряжи, будет выбор спиц у нас, конечно же. И затем будут у нас схемы нарисованы, выкройка предоставлена.
и мои подробные расчеты. Мы расчет плотности вначале сделаем на основе связанного образца, влажно-тепловую обработку пройдет наш образец, и затем мы с вами будем делать расчеты. Вот на эти размеры все подробно вам расскажу, как узоры расположить на тот или иной размер, как распорядиться петлями и как их вообще считать. Все есть. Итак, выбор пряжи смотрим. Так, для вязания я предлагаю пряжу Белграде, альпака плюс мохер по лицензии Италии, фирмы Этрофил, это турецкая пряжа. И вот смотрите, в 50 грамм 150 метров. У нас с вами состав шикарный. 10% кид-мохера, 5% ББ альпаки, 55% полиамида, 30% вискозы. Ниточка очень шикарная. Очень хорошая ниточка. Немножечко, видите, даже меланжевый эффект имеет. То есть там белые такие вкрапления, да, видите. Средней толщины ниточка. Я ее приближаю. Немножечко пушится, слегка в меру. Спицы я использую 3,5. И вот так выглядит наш узор. Здесь у нас коса на фоне патентного узора. Патентная резиночка используется. Очень хорошо и легко вяжется этот узор. Девочки, и легко, и просто, и быстро. Я думаю, платьице быстро свяжется. Очень заманчивый вертикальный узор. И вот эти бабочки никогда не выйдут из моды. Полотно получается приятным таким на ощупь. Будет носиться не колючим абсолютно, будет носиться на тело прекрасно. Как видите, эта пряжа шикарно смотрится в рельефных узорах, да, и она очень мягкая и очень приятная, очень качественная. Как альтернативу, девочки, этой пряжи, которую я вот вам показала, да, могу вам предложить нашу тоже турецкую пряжу фирмы Alize Superland Classic. По составу она отличается, конечно, не такая роскошная, 25% шерсть, остальной акрил, но она прекрасно смотрится в узорах, в таких вот, в рельефных. У нее даже метраж немножко другой, 100 грамм 280 метров, но она будет по плотности такая же, девочки, как вот эта. Просто точно знаю, что в косах она просто идеально ложится. Очень красивая пряжа, хорошего качества. Цвет можно выбрать на сайте. Вот. Как альтернативу, более бюджетный вариант могу вам предложить. Ничем она не будет хуже, менее мягкой, да, то есть в ней будет больше акрила, естественно, она будет немножечко более такая, знаете, ну, это прям совсем такая прям мягенькая-мягенькая, да, а это все-таки акрил будет чувствоваться, но она ничем не хуже будет смотреться в узоре. Вот так выглядит схема нашего узора. Коса занимает 13 петель, и полупатентная резинка занимает 5 петель между косами. Как связать, все расскажу. Пустая клеточка здесь это лицевая подразумевается. Кроме того, лицевая это у нас традиционная вертикальная черточка, а горизонтальная черточка обозначает изнаночную петлю. Вот этот знак это перекрещивание 6 петель налево, и это зеркально перекрещивание 6 петель направо. Раппорт косы составляет 10 рядов, а полупатентная резиночка у нас вяжется на 2 петельках и 2 рядах. Все покажу в сегодняшнем образце. В сумме раппорт составляет 18 петель. Именно так я сегодня буду вам объяснять расположение мотивов этих в окончательном нашем варианте. Вот такая будет у нас сегодня выкройка с вами. Смотрите, вот такой я окат его изменила. И, в общем-то, импровизированная такая будет неглубокая пройма. Но она будет. Небольшая, но будет.
длина, ширина, количество петель. Вот тут все размеры по плечу, по глубине проймы, да, по вырезу горловины. Все чуть позже, после того, как свяжем образец и начнется расчетная часть. Там все подробно. Так, и то, что у нас будет в окончании, вот такое описание составляется на наши размеры. И здесь все суммируется, да, как бы подытоживается. Вся последовательность наших вязаний здесь вот в виде текста показана. Я выкладываю это описание под видео. Кому интересно, читайте. Здесь все, в принципе, я старалась, все, что говорю в сегодняшнем видеопроекте, все там есть в этом описании. Размеры 42-44 российские, 46-48, 50-52. Длину я использую первый размер 86 сантиметров, второй 87, третий 88. И вот это описание попетельное, это уже расчетная часть. Смотрите с сегодняшним видео. Сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца набираем 29 петель. И вяжем, девочки, первый ряд, распределяя петельки следующим образом. Первая у меня кромочная, я ее снимаю. Затем вяжу 2 лицевые. Затем вяжу наш патентный узор на 5 петлях. Первая петля у меня будет изнаночная, и она вяжется следующим образом. Мы делаем вот такой накид, а петлю снимаем, не провязывая. Лицевая. Снова накид. Петлю снимаем, не провязывая, лицевая, и накид, петлю снимаем, не провязывая. 5 петель связали патентного узора. В нашей с вами широкой бабочке на 13 петлях будут перекрещиваться по 6 петель направо и 6 петель налево. Снимаем 6 первых петель на правую спицу. Либо вы используете вот такую дополнительную, девочки, спицу. С помощью нее тоже это легко сделать. Снимаем, значит, на правую спицу. И первые 3 петли вы снимаете на дополнительную спицу. Я ничего не снимаю, я вот таким образом делаю. У меня 3 петли будут за работой. Следующие 3 петли перед работой. Вот они. И я их с помощью правой спицы возвращаю на левую аккуратно. И все 6 вяжем лицевыми. То есть вот эти оказываются первыми, те, которые были последними, а те, которые были первыми, оказываются за работой. Мы их тоже вяжем лицевыми. А вы с дополнительной спицы вяжете лицевыми. Связали. Далее у нас идет 1 лицевая по центру, и следующие 6 петель перекрещиваем налево. Снимаем 6 петель на правую спицу. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли их местами вот таким образом. И все 6 вяжем лицевыми. То есть вначале вяжем те, которые за работой, а затем, если вы использовали дополнительную спицу, то у вас перед работой вот эти петельки 3 вяжутся затем. Все мы с вами перекрестили по 6 петель, как я и говорила, направо и налево. Далее идет опять 5 петель патентного узора. Мы делаем с вами накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Снова накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. И накид, петлю снимаем, не провязывая. Далее у нас идут 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Вот таким образом распределились наши с вами петельки. Теперь я показываю второй ряд. Патентный узор нас будет интересовать, как он вяжется во втором ряду. И давайте показываю я вам патентный узор. Ну, первую кромочную мы снимаем, и затем вяжем 2 изнаночные, там, где были 2 лицевые. И вот наши 5 петель начинаются патентного узора. В изнаночном ряду патентный узор вяжется таким образом. Та петля, которая была с накидом, вяжется лицевой. И та петля, которая была на лицо, мы вязали ее лицевой. На изнаночной стороне она вяжется изнаночной.
Снова петля с накидом лицевая, изнаночная. Снова лицевая. Все, 5 петель связали патентного узора. 1, 2, 3, 4, 5. И далее у нас в нашей бабочке 13 изнаночных вяжутся. И снова 5 петель патентного узора. Петля с накидом вяжется лицевой, изнаночная. Петля с накидом лицевая, изнаночная. И петля с накидом лицевая. Остались 2 изнаночные, те, которые были лицевыми. И кромочная вяжется изнаночной. Переворачиваем на 3-й ряд узора. И снова начинается у нас наш патентный узор снова с 1-го ряда повтор. То есть мы вяжем с вами кромочную, сняли 2 лицевые. И далее вяжем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. В бабочке в нашей 13 лицевых вяжется в 3-м ряду. Снова патентный узор на 5 петлях, делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Накид, петлю снимаем, не провязывая. 2 лицевые и кромочная, изнаночная. Все четные ряды в бабочке вяжутся изнаночными, то есть это у нас идет лицевая гладь, да, понятно, что изнаночные петельки вяжутся, лицевые ряды вяжутся изнаночными петельками, да. С изнаночной стороны патентный узор наш вот так смотрится, с лицевой вот такой он интересный. Вяжем самостоятельно, девочки, в бабочке у нас 5-й ряд, 7-й и 9-й то же самое, что мы провязали 3-й. То есть все петли, все 13 петель это лицевые петли. И раппорт узора по схеме будет повторяться у нас с 11-го ряда. То есть я повторюсь. 1-й ряд делали перекрещивание в косе, 3-й, 5-й, 7-й, 9-й ряды все петли лицевые. И 11-й ряд это то же самое, что 1-й ряд. То есть повтор раппорта идет. Раппорт составляет 10 рядов в высоту у этой бабочки. Все. Ну а патентный узор вы тоже поняли. Я вам показала, как он вяжется в лицевом ряду и как вяжется в изнаночном ряду. Самостоятельно вяжем на нужную высоту для того, чтобы можно было сделать расчет плотности. Так, давайте с вами сделаем влажную тепловую обработку. И давайте потянем нашу красоту в разные стороны. Она во влажном состоянии очень хорошо тянется. Выравнивается полотно. И вот так мы с вами оставляем сохнуть наш образец. Итак, девочки, образец высох и готов к тому, чтобы сделать расчет плотности. Укладываем наше полотно вот таким образом. Ничего искусственно не вытягиваем. Берем простую линеечку и измеряем ширину образца. Помним, что мы 29 петель набирали, да? Кромочные у нас тоже будут в расчете участвовать, поэтому на их вот эти вот моменты, когда они там у нас подвернулись, надо расправить аккуратно. Итак, расправила я полностью. 16 сантиметров у меня получается вязаное полотно, связанное косой с патентным узором. И давайте 29 петель разделим на 16 сантиметров. Плотность получается 1,8 у меня. И я эту плотность сейчас запишу. В 1 сантиметре 1,8 петель получается. Теперь
давайте по вертикали наш узор также измеряем. Итак, по вертикали я буду измерять по патентному узору, поскольку очень часто патентный узор различается по вертикальной плотности с лицевой гладью. Нам нужна средняя, получается, плотность. 12 сантиметров получается ширина, высота у меня нашего образца. И сейчас необходимо четко посчитать ряды. Итак, я посчитала, у меня 26 рядов. У меня 2 раппорта по 10 рядов в высоту в косе, да. И здесь я еще использовала, получается, еще 6 рядов у меня тут связано. Получается всего 26. 26 рядов разделим на 12 сантиметров. Плотность получается 2,15. 2,15 это плотность по вертикали. 2,15 ряда умещается в 1 сантиметре. Плотность по вертикали. А сейчас будем составлять описание для нашего красивого платья, используя выкройку. Вот такую выкройку я предлагаю, девочки, сегодня использовать в наших с вами расчетах. Мы будем рассматривать размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. Это российские размеры. Вы видели, что платье у нас довольно такое, знаете, можно сказать, по силуэту выполнено. То есть здесь нет особого свободы облегания, да, поэтому на свободу облегания дополняю буквально 2 сантиметра. Для 42-44 я беру 49 сантиметров в ширину спинки и переда. В петельном эквиваленте это выражается как 89 петель. Для 46-48 53 сантиметра ширина, и это 97 петель. Для 50-52 размера ширину беру 57 сантиметров, и это 103 петли у меня получается, как считала петли. Ну, мы с вами берем нашу ширину и умножаем ее на плотность, которую только что посчитали. В 1 сантиметре 1,8 петель. Вот смотрите, 49 умножить на 1,8. Получается 88 петель. Нам надо, чтобы было нечетное число, чтобы узор симметрично смотрелся, поэтому 89. Аналогично я поступил с другими размерами. Длину платья я беру 86 сантиметров, 87 и 88 на наши размеры, соответственно. Итак, начинаем мы вязать снизу вверх платьица, детали переда, спинки отдельно и 2 рукава отдельно. Начинается все с планки, которая вяжется резиночкой 1 на 1. 7 сантиметров в высоту вяжем планку и затем вот на этих же петлях переходим на вязание узора. Распределяя петли следующим образом. Для первого размера предлагаю такую схему на расположение петель. Начинаем с 2 лицевых, затем вяжем 8 петель полупатентного узора нашего, 8 петель полупатентного узора, 4 раппорта по 18 петель. Если кто не понимает, о чем речь, вот смотрите, мы вязали с вами косу на 13 петлях, и 5 петель у нас была с вами полупатентная резинка. Если это все сложить, получается раппорт, равный 18 петлям. Вот, и именно его я сегодня объясняю. 18 обозначает именно вот такое расположение узоров. Коса плюс 5 петель полупатентной резинки. И вот у меня начинается кромочная, 2 лицевые, затем идет 8 петель полупатентной резинки, 4 раппорта подряд по 18 петель, 3 петли мы прибавляем полупатентной резинки, чтобы у нас симметрично было здесь 8 и здесь, да? И заканчиваем все 2 лицевыми и кромочной. Получается 89 петель.
Вы, конечно, можете рассмотреть любой свой приемлемый вариант расположения узоров. Пожалуйста, девочки, все в ваших руках. Для 46-48 размера у нас идеально вписалось 5 раппортов. И 5 петель для симметрии мы добавляем полупатентного узора. Справа вот они идут. То есть кромочная, 5 петель полупатентного узора. Затем наш раппорт подряд 5 раз по 18 петель. Кромочные закрываем все. Получается 97 петель в сумме. Для третьего размера 50-52 у нас получается такое расположение узора. Мы берем то же самое, что для вот этого второго размера, но добавляем к этому расположению 3 лицевые справа, 3 лицевые слева. Также 5 раппортов по 18 петель. С крайне правые у нас идут с вами для симметрии 5 петель полупатентного узора. Ну и 6 петель по 3. Я их распределила справа-слева симметрично. Это просто лицевые петли, лицевая гладь. В сумме это 103 петли. Если считаете, девочки, что это маловато, например, 52 размер с широкими бедрами, вы можете за счет вот этих полупатентного узора немножечко расширить свое полотно. Там на пару петель, да, справа пару петель, слева добавьте. Может быть, это будет вам больше казаться приятнее выглядеть. Так. Ну, собственно, вот такое распределение петель. Давайте теперь по вырезу горловины, по пройме пройдемся. Я сделала здесь очень такую своеобразную пройму. Вы видели, что у нас спущенный рукавчик, идет спущенное плечо, но оно незначительно спущено. То есть там как бы присутствует пройма и как бы присутствует вот такой своеобразный небольшой окат. Вот. Можно сказать, что это спущенное плечо, но я бы назвала его более правдиво, это приспущенное плечо, да, то есть такое небольшое. Поэтому у нас есть вырез по пройме на глубину 3,5 сантиметра. В петельном эквиваленте это выразилось как 6, 7 и 8 петель по размерам. На вырез горловины при ширине 19 сантиметров первый размер и 20 сантиметров второй, третий размеры у меня получается петельки 35, 37, 37. Вот такое количество петель приходится на вырез горловины. И все, что остается, это петли плеч. 21, 23, 25 петель. То есть мы все вычли, и все, что осталось, поделили пополам. Это все на плечи пришлось. Как считала вырез горловины, девочки? Общее количество петель посчитала путем умножения нашей ширины выреза на плотность по горизонтали. Это 1,8. Еще раз повторюсь. Теперь хотела бы вам про вырез, про высоту, про вертикальную плотность поговорить. Это в 1 сантиметре 2,15 ряда. И поэтому, смотрите, все вертикальные размеры на выкройке я перевожу в ряды. Будете вязать, обязательно считайте ряды, руководствуясь при вязании рядами, а не измеряйте свое полотно сантиметрами. Это неправильный подход. После стирки изделие вытянется и станет значительно длиннее, чем вы хотели бы. Так всегда бывает. Поэтому смотрите, вот у меня стоит мерка от планки до оката рукава. До проймы рукава у меня идет 60 сантиметров длина. И это 60 умножить на плотность по вертикали 2,15, я получаю 130 рядов. Всегда берется четное число. Теперь по вырезу горловины. Опять возвращаюсь. Глубина выреза по спинке 2 сантиметра. По переду получается 8,5 сантиметров. Конечно, вы можете откорректировать эту под себя мерочку. Вот, я не стала делать скос никакой плеча. В общем-то, считаю, что при таком количестве петель вообще он, в принципе, не нужен. Так, что касается рукавчика.
Также начинаем с планки, снизу вязать на высоту 10 сантиметров, резиночка 1 на 1. В последнем изнаночном ряду наше количество: первый размер 45 петель, второй 47 и третий 49 петель, мы равномерно прибавляем до 61 количества петель, доводим. Распределяем узоры после планки следующим образом. У нас 3 раппорта по 18 и крайне правый 5 петель для симметрии идут полупатентного узора. И кромочные. Все петли, которые вы будете потом прибавлять по скосу, автоматически включайте в полупатентный узор. И вот что у нас получится с вами. Самая широкая часть рукавчика у нас будет в петельном эквиваленте. Первый размер у меня получил 69 петель, второй 73 петли, третий 75 петель. При ширине 38, 40, 42 сантиметра. Вот здесь самая широкая часть рукава по размерам я вам обозначила. Высота скоса у нас при длине рукава 48,5 сантиметров. Это вместе с окатом, высотой его. У меня получилось 70 рядов, то есть вот эта величина от планки до начала оката 33 сантиметра по моим меркам. Если окат у нас такой маленький, небольшой, 5,5 сантиметров в высоту и планка 10, все это вычли из вот этой мерки, получили 33 сантиметра. Умножили 33 сантиметра на вертикальную плотность 2,15, получили ряды, 70 рядов. По каждому скосу прибавка идет: первый размер 4 петли, второй 6 петель, третий 7 петель. Как считала, из большего числа, на примере первого размера 69 петель, отнять 61 петлю, получается 8 петель. У нас 2 скоса делим на 2. На каждый скос пришлось 4 петли. При длине скоса 70 рядов, 70 надо поделить на 4, и вы получите величину 17,5 рядов. Так никто не вяжет, да? Поэтому чередуйте, девочки. Первую прибавку делайте в 17 ряду, вторую в 18. Следующую опять в 17, четвертую в 18. Вот таким образом 4 раза можно достичь равномерного вот этого прибавления 4 петель. Аналогично считается для других размеров. Это все будет под видео выложено в виде текста. Чтобы не загружать видео, такие доскональные подробности я вам не рассказала. Все прочитайте самостоятельно под видео. Так, ну, в принципе, я все постаралась вам объяснить, все, что можно было, кратко объяснила. Все подробности читайте в тексте под видео, там подробная инструкция и последовательность ваших действий полностью описана. Я желаю вам удачи, мои хорошие, до новых встреч. Очень приветствуется при вязании проявить какую-то свою смекалку. Обязательно обращайте внимание на свои индивидуальные мерки, корректируйте эту выкройку по своим меркам обязательно. У нас у всех разный рост, у нас у всех разные желания. Кто-то хочет посвободнее платье, кто-то хочет в облипочку, да? Поэтому все это нужно учитывать и немножечко корректировать то, что я вам сейчас озвучила. Там будет небольшая разница, всего лишь там в несколько петельках побольше, поменьше. Я думаю, вы справитесь. Я желаю вам удачи и до новых встреч. Я не сказала ничего про окат. Вот этот вот у меня получается высота 12 рядов, девочки. И в каждом втором ряду 6 раз вы будете делать убавки, по-моему, по 4 ряда там. И все, что останется, в последнем ряду закроете. Это там можно все будет почитать. Почитать в виде текста. До новых встреч! Желаю вам удачи!